Новый министр обороны Андрей Ремович Белоусов, похоже, решительно намерен изменить устоявшиеся порядки в своем ведомстве. Информация о хищении порядка триллиона рублей привела к масштабным чисткам как внутри оборонного ведомства, так и в других федеральных структурах, что может затронуть и их действующих руководителей. Какое отношение к Министерству обороны имеют такие фамилии, как Гуликова и Москалькова, а также бывшие Сердюков и Васильева? Почему генералы массово отправляются на заслуженный отдых, а за ними и молодые генеральши с модельной внешностью? Андрей Белоусов, которого в соцсетях прозвали Рэмбович, выразил серьезные претензии к генерал-майору МВД Ирине Волк. Пока это лишь слухи, но появляется информация о ее огромном богатстве. В частности, упоминается земельный участок в элитном Подмосковье с практически замком, обнесенного забором с камерами. Обо всем этом и поговорим в нашем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, продолжим наш разговор. В социальных сетях Белоусову приписывают следующие слова, сказанные на закрытом совещании военного ведомства. «Думаете, я буду кормить этих нечестных индивидуумов? Они уже насмотрелись воровства, на разбор которого нам потребуется несколько десятилетий. Мы до сих пор не можем понять, куда все эти деньги исчезли. И сейчас они хотят оставаться на своих постах и продолжать получать выгоду от государства. Этого не будет. Я и мои коллеги выявим всех, кто был замешан в хищениях, и передадим их для дальнейшего расследования». Повторимся, хотя подлинность этих слов достоверно не установлена, их приписывают Белоусову. Белоусов занимает должность министра обороны чуть больше месяца, однако масштаб и развитие начатых им чисток указывают на приближение глобальных перемен. Очевидно, что зеленый свет на перетряхивание чиновников получен от президента. Иначе все происходящее трудно объяснить. На сегодняшний день пока нет конкретных доказательств или официальных претензий к высокопоставленным чиновникам, но серьезные проверки еще не проводились. Эти чиновники сейчас в панике прячут свое награбленное, но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Идет определенная подготовка общественного мнения по отношению к определенным лицам, хорошо известным в нашем государстве. Один из самых высокопоставленных чиновников, которому придется отвечать за свои дела, это вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова. Вопросы касаются контрактов на поставку медикаментов и медицинского оборудования с признаками нарушений. Также вспоминаются случаи, подобные произошедшему в 2020 году, когда фирме «Нанолек» было выделено 2,6 миллиарда рублей, и ее руководителем был сын Виктора Христенко, мужа Голиковой. Возможно, в недалеком будущем их ждут не самые лучшие перемены. В Министерстве обороны вскрывается одно сомнительное дело за другим. На пресс-конференции по итогам проверки Белоусов был в гневе и пообещал разобраться со всеми, кто причастен к махинациям. По итогам всех этих проверок появилась информация, которая обрадовала не только военнослужащих, но и всех граждан России. В ближайшее время поднимут все старые уголовные дела и откроют новые против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и его подчиненной Евгении Васильевой. Цитата: «Очень много шума было по поводу деятельности этой парочки, но приговором остались довольны только сами жулики и казнокрады. Приговор ни о чем». Возмущался тогда Андрей Белоусов. Мало того, все ранее изъятое добро в виде денег и ювелирных украшений было возвращено бывшим владельцам, что вызвало широкий резонанс. Это как гром среди ясного неба. Но ветер перемен изменил направление, и теперь у казнокрадов есть реальный шанс вновь оказаться на скамье подсудимых, а затем и за решеткой. Сердюкову и Васильевой предстоит напрячь память и вспомнить, куда исчезли сотни миллиардов рублей, украденные у ведомства. Следует отметить, что новый министр обороны Андрей Белоусов демонстрирует твердость с самого начала своего назначения. Иначе невозможно было бы справиться с многочисленными проблемами, накопившимися в ведомстве. Главная из них – коррупция. Сразу после вступления в должность Белоусову помогли заведением нескольких громких дел против высокопоставленных чиновников, включая замминистра Тимура Иванова. Некоторые высокопоставленные чиновники не стали ждать, пока за ними придут, и подали в отставку сами. Так, до назначения Белоусова на должность министра подали рапорты об отставке два заместителя Шойгу: Руслан Цаликов из Департамента информации и массовых коммуникаций и Алексей Криворучко, отвечающий за вопросы организации и обеспечения вооруженных сил. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров тогда заявил: пока Андрей Ремович не разберется во всем, что творится в ведомстве, ни в коем случае нельзя отпускать тех, кто пытается бежать. Гончаров уверен в новом министре, этот клубок в любом случае будет размотан, предстоят серьезные кадровые чистки, например, в отношении 27-летних генералов, сказал Гончаров.
Стоит заметить, что молодые генералы – это не только мужчины. Были и женщины-генералы, которые также получили свои погоны с большой звездой в довольно юном возрасте. При этом следует отметить, что прекрасные дамы Министерства обороны не прославились на полях сражений и не совершали боевых подвигов. Их всех объединяет только молодость, красота и высокое воинское звание. А также тот факт, что сейчас они больше не работают в Министерстве обороны. Не так давно объявила о своем уходе пресс-секретарь теперь уже бывшего министра обороны, россияна Марковская, известная в народе как Няша-Обороняша. Красивая женщина с необычно патриотичным именем, ей всего 33 года, но на протяжении 4 лет она носила звание генерал-майора. Правда, россияна утверждала, что это чушь и фейк, но, несмотря на это, оставалась преданной спутницей Шойгу еще со времен его работы подмосковным губернатором. Теперь она уходит на другую работу, о которой пока не говорит. В своем сообщении она написала: «Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью». Восхитительно! Какие прекрасные ассоциации, какая образная речь. Настоящих мастеров слова учат на журфаке Дальневосточного госуниверситета. Такие в жизни не пропадут. Еще раньше Министерство обороны покинула Мария Китаева, тоже красивая женщина и тоже генерал, точнее, действительный государственный советник РФ 3-го класса, что приравнивается к званию генерал-лейтенанта. Это звание было присвоено ей в 31 год. Китаева, как и Марковская, журналистка. Она работала на телеканалах «Столица», «Звезда» и «Россия-24», даже снималась в кино. В Минобороны она трудилась советником министра. Что именно уроженка Бельгии советовала Шойгу, нужно спросить у него самого. Но покинула она должность во время декретного отпуска, после чего перешла работать в Третьяковскую галерею также в качестве советника. Неожиданный карьерный поворот, прямо скажем. И, наконец, самое громкое расставание – заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Дама постарше 2 предыдущих, но тоже писаная красавица. Шойгу она досталась по наследству от его предшественника Анатолия Сердюкова, того самого, который 1,5 года находился под следствием и потерял должность министра из-за скандалов. Таким образом, действительный государственный советник РФ 1-го класса, по званию эквивалент генералу, Шевцова работала под началом Шойгу 12 лет. Но с назначением нового министра она уходит в отставку. В подчинении Татьяны Викторовны находятся департаменты финансового обеспечения, финансового планирования, социальных гарантий, экономического анализа и прогнозирования и финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны России. Это как раз те сферы, на слабую работу которых уже успел обратить внимание Белоусов, написал публицист Михаил Ануфриенко. Тут можно обойтись и без комментариев. Казалось бы, Ирина Волк тут совсем ни при чем. Да, она генерал-майор, молодая и не просто красивая, а обладающая модельной внешностью. Но ведь она не работает в Министерстве обороны, она вообще из МВД. Официальный представитель, между прочим. Именно генерал Волк рассказывает нам с телеэкранов о раскрытии самых громких преступлений, задержании опасных бандитов и доблести наших полицейских. Ее позиции в министерстве казались непоколебимыми. К тому же она не только эффектная женщина, но и талантливая журналистка, писательница и телеведущая, в общем, дама приятная во всех отношениях. То есть достойная, но не из Минобороны. Тем не менее, в последнее время ходят упорные слухи о том, что Ирина Волк попала в поле зрения правоохранительных органов не как их сотрудник, а как лицо, подозреваемое в серьезных правонарушениях. И этот интерес инициировал Андрей Белоусов. Различные источники сообщают, что Ирина Владимировна и ее муж, секретный, между прочим, Филипп Золотницкий, строят для себя дворец в Одинцовском районе Московской области. 60 соток элитной и дорогостоящей подмосковной земли, девственный лес, каскады исторических прудов и собственный выход к реке – все это за 5-метровым забором. На какие средства, дорогие госслужащие Волк и Золотницкий? Ведь Филипп Алексеевич тоже чиновник, начальник Главного управления Центр мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы России. Есть сведения, что он уже бывший. По неподтвержденным данным, 9 июня Золотницкий был задержан. И связывают это событие с именем нового министра обороны. Почему именно с Белоусовым? Дело в том, что еще будучи вице-премьером, Белоусов утверждал, что коррупция подрывает основы государственной безопасности. Он говорил, что нельзя терпеть воров в погонах, так как на кону стоит безопасность граждан России. Сегодня он считает своей первостепенной задачей непримиримую борьбу с коррупцией не только в своем ведомстве, но и повсеместно. Что касается МВД, где пока еще служит генерал Ирина Волк, здесь тоже проблемы.
Это признает сам министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Цитата: «Главными задачами являются сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновников и прочих граждан, выявление и документирование фактов злоупотреблений и должностных преступлений. И, конечно, борьба с коррупцией в наших собственных рядах», заключает Колокольцев. Так что генералам МВД, даже самым красивым, есть о чем задуматься. И самому министру тоже. В общем, новый министр обороны затеял нешуточную борьбу. Будем надеяться, что у него хватит сил справиться с нечистоплотностью, потерявшей не только совесть, но и страх перед законом. Сколько можно терпеть эти ухоженные, довольные лица чиновников-оборотней? Учитывая и финансовые махинации, и наворованные суммы, которых хватит на десятки поколений вперед. И все это на фоне того, как простые граждане оказывают помощь нуждающимся за свой счет, а телевидение собирает деньги для больных детей через СМС-компании. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если все еще не сделали этого. Всем добра, всем пока!